Пес держит в страхе весь дом, так говорилось в сюжете, показанном на местном телевидении. Люди решили, что эта собака им мешает, что ей не место в городе. Они каждый вечер собирались и обсуждали, чтобы такое сделать с собакой. Звонили в администрацию, писали жалобы на агрессивного пса. А меж тем пес смиренно заглядывал им в глаза и лизал руки. А жители дома, как гладиаторы на арене, ждали палец вверх или вниз. Жить или умереть. Он совсем не понимал, что люди вызвали телевидение, пишут мэру, пишут везде и хотят его убить. Он думал, что они свои, родные. Он бегал с их детишками, облизал им руки, старался охранять двор. Хотел быть нужным. Мы решили помочь собаке, ведь эти люди найдут способ от нее избавиться. Но, вы знаете, что у нас с передержками очень сложно. Найти место даже на платной передержке – целая история. Пока одна из гостиниц строила вольер специально для этого песика, мы решили с ним познакомиться. Хотя бы посмотреть, правда ли он такой, как говорят о нем в сюжете. Застали мы собаку, катающуюся с горки с детишками. Они сажали ушастика себе на коленки и весело съезжали вниз. Пес прыгал и визжал от радости, а дети хватали его за уши, обнимали. Он скакал впереди них, поднимался на горку и ждал детишек, чтобы скатиться вместе. Это так весело. Действительно, агрессор. В итоге, жительница дома активистка вызвала отлов. Первый раз они приехали, но собаку не нашли. Второй раз был успешным. Пса поймали и увезли. Но правила отлова таковы, что через несколько дней после кастрации собаку возвращают в прежнее место обитания. Мы связались с отловом, попросили их не выпускать пса, а отдать его нам, когда будет намечен день выпуска. Они пошли на уступки и согласились. Потому что жители дома не успокоятся, они не перестанут делать все, чтобы уничтожить собаку. Нельзя его оставлять там, просто нельзя. Спасибо девочкам из отлова, что выполняют свою работу добросовестно и хорошо относятся к животным. Благодаря отлову у нас было время, чтобы построить лишний вольер. А это, сами понимаете, занятие затратное и длительное. И вот, вчера был тот самый день выпуска собаки. Жильцы уже готовили новые способы избавления от кобеля. А мы просто договорились с отловом, что привезут собаку отпускать, а мы заберем. Пока песик жил в отлове, он подружился с людьми, облизывал им руки, радовался встрече. Да, он шумно лает, когда его переполняют эмоции, но никакой агрессии там не было замечено. Что и требовалось доказать. Люди просто не хотели, чтобы пес жил рядом. Чем только мешал. Вот так Хвостик поехал с незнакомыми людьми в загостиницу. Обнимался с теми, кого увидел впервые, целовался, на минуточку, этот ушастик держал в страхе чуть ли не весь микрорайон. Мы забрали пса на платную передержку. Назвали Джамбо, потому что у него смешные ушки, как у слонника из мультика. Сейчас Джамбо знакомится с другими собачками, с людьми, которые будут ухаживать. Пока зарекомендовал себя с лучшей стороны. Никакой агрессии к людям точно нет. Да, с собаками-кобелями может поспорить. Но это нормальное явление. Джамбо ходит на поводке, любит гулять, как и любая собака. Замечательный пес, который просто попал волею судьбы на улицу. Мы верим, что история Джамбо станет счастливой и его обязательно заметит семья. И поедет наш малыш домой. Сколько лет ему неизвестно, но говорят, что он появился почти щенком. Значит, ему чуть больше годика. Как любой молодой песик, он активен и весел. Джамбо может жить в частном доме, в вольере. Приучен жить на улице. Но нам бы хотелось, чтобы он был любимым песиком, пусть в вольере, но чтобы гуляли, заботились и вкусно кормили. Желательно без других собак или с миролюбивыми собаками-девочками. Скоро пройдет все обработки, прививки и так далее.